Я работаю уже 20 лет, принимаю пациентов как доктор тибетской медицины, разговариваю с людьми, даю им рекомендации по образу жизни, питанию и назначаю лечение с помощью травяных сборов или иглоукалывания, остеопатии, массажей. Но за это время я ни разу не встречал человека, который хотел бы болеть, хотел бы чувствовать себя подавленным, уставшим и страдать. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть энергичными и счастливыми. Но многие люди делают все для того, чтобы создать благоприятные условия для развития многих заболеваний. Каждый третий пациент, который ко мне приходит, говорит: доктор, как так сделать, чтобы не болеть? Вы будете болеть, пока вы не измените свой образ жизни, не создадите условий, при котором ваш организм будет здоровым, сохранять здоровье. Потому что болезни, они не приходят откуда-то извне. Все болезни, 90-95%, это приобретенные болезни. То есть мы сами эти болезни взращиваем в себе своим бездействием или неправильным действием, своими мыслями, эмоциями. Я очень люблю говорить, что тибетская медицина – это медицина здоровья. То есть я вижу свою роль, свою миссию, так сказать, в том, чтобы не лечить людей от сложных заболеваний, но это и невозможно с помощью тибетской медицины, а научить людей быть здоровым. Медицина у нас есть, и она хорошая, она справляется с лечением многих болезней, но медицина в современном его понимании, она не дает нам здоровья. Даже вылечив свои болезни в больницах, поликлиниках, человек идет дальше и продолжает вести привычный ему образ жизни. Как выйти из этого замкнутого круга? За свою практику я понял, что когда людям говоришь много всего, что нужно им изменить, в результате получается, что человек ничего не меняет. И я понял одну очень важную вещь – важность маленьких дел. То есть мы должны менять себя постепенно, пошагово. Этот вопрос касается нашего здоровья, то в первую очередь мы должны изменить свое питание. Я всегда говорю, начните с того, чтобы наладить режим питания. То есть завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время и убрать все виды перекусов. Завтрак в 8, обед в час, ужин в 6. И не надо делать перекусы. Вот человек уходит с этой мыслью, с этой задачей, приходит через месяц, приняв какие-нибудь сборы, и уже изменив одну привычку. И человек рассказывает мне, что да, мне удалось режим свой поменять. Вот я теперь завтракаю, обедаю и ужинаю. Даже люди говорят, которые никогда не завтракали, которые пренебрегали завтраком, которые говорили, что я не могу завтракать, по утрам у меня тошнота, нет аппетита и так далее. Но когда мы ужинаем 6, всю ночь в нашем желудке еда не находится, утром наш желудок пустой, и мы испытываем голод, и завтрак становится правильным, основным и желанным приемом пищи. Второе, уже когда второй раз приходит, я говорю, давайте попробуем убрать вредные продукты из рациона. Это в зависимости от того, чем страдает человек. Если у него излишний вес, повышенный холестерин, инсулинорезистентность или сахарный диабет второго типа, я говорю, надо убрать жиры, насыщенные животные жиры, но не убрать полностью, а, например, есть только один жир за завтраком, например, сливочное масло или топленое масло, или яйца. То есть один только вид. Один день яйца, другой день сливочное масло, и третий день сыр и так далее. И уменьшить потребление простых углеводов, выпечки, булочки, всевозможные, такие кондитерские изделия. Человек уходит, через месяц возвращается, говорит, теперь я питаюсь по режиму, у меня в рационе нет этих продуктов. И у меня изменились анализы, улучшились анализы липидограммы, улучшились анализы инсулина и глюкозы. При этом я чувствую себя намного бодрее, лучше, у меня уменьшился объем талии, человек хочет дальше, еще улучшение. Я говорю, давайте введем такую третью привычку – питье воды. Будем пить
в течение дня 1,5-2 литра воды, при этом перед каждой едой за 2-3 минуты горячую воду, градусов 50-60. С этой задачей человек уходит, через 3 месяца приходит уже с большим изменением, и даже иногда бывает так, что его лечащий врач, то есть современные, да, поликлиники, меняет его лечение. Уменьшает таблетки гипотензивные или еще какие-то. Некоторые таблетки вообще убирает, потому что организм уже включается, работать начинает. Я говорю, давайте добавим движение. Это сложно, я не спортивный человек вообще. У меня нет времени двигаться. А я говорю, не нужно много времени. Всего 15 минут в день. И в течение года так надо делать. Это правило 100 часов. 15 минут в день любой, самый занятой даже человек может найти. И он начинает двигаться. Это может быть ходьба, это может быть прыжки на месте, приседания, отжимания. Кто на что способен. Но движение. И вот с такой задачей уходит пациент от меня, возвращается через месяц-два и говорит о том, что да, конечно, это сложно, забываешь, отвлекаешься, но мне удалось привить себе эту привычку. И я себя чувствую очень хорошо, и что немаловажно, для этого ничего не нужно. Не нужно покупать абонемент в какой-нибудь фитнес-клуб, не нужно ничего, даже не нужно выходить из дома. Можно все это сделать дома, 15 минут просто, нужно коврик или даже без коврика поприседать, и это дает результаты. Мое состояние совершенно другое, я изменился. Это происходит через примерно полгода, год нашего общения. И человек постепенно меняется. В этом-то и есть сила маленьких дел. Мы не можем ожидать, что мы возьмем себя, вот с понедельника, например, начнем новую жизнь. Как начав в понедельник, в среду уже закончим. К пятнице это забудем, к воскресенью все. Уже совершенно другие мысли будут у нас. Поэтому можете взять себе на вооружение сила маленьких дел. И этот ключ можно использовать для достижения всех целей в жизни. Если хотите изучить какой-нибудь язык, можете те же 15 минут в день использовать, и через год, это 100 часов примерно, вы будете практически экспертом в этой области. Ну и другие вещи, растяжки, например, да, если вы хотите сесть на шпагат, пожалуйста. На самом деле все ограничения только в вашей голове, в ваших привычках. Нужно применить небольшую осознанность, то есть самодисциплину, просто заставить себя первое время делать, первое время, а дальше уже все, это станет вашей привычкой, и вы даже сами не задумываясь, будете этим заниматься. И по питанию, по питью воды, здесь даже ваш организм будет вам напоминать, просить еду в это время, потому что ваш организм настолько привыкнет к режиму, что в это время желудок будет вырабатывать желудочный сок. Немного современных людей испытывает чувство голода, потому что еда вокруг нас везде. Все время мы что-то перехватываем, из-за этого не испытываем чувство голода. На самом деле это чувство одно из чувств, которые мы должны испытывать, которое очень благоприятно влияет на наше здоровье. Еще одно могу сказать. Сила маленьких дел меняет нашу картину в голове, помогает изменить. Мой дедушка всегда говорил, что какая картина у тебя в голове, такая и у тебя будет жизнь. Когда был молодым, я не понимал, о чем он вообще говорит. Сейчас я это прекрасно понимаю. Я понимаю все это не потому, что я такой мудрый или умный. Просто я работаю с людьми. Я ежедневно выслушиваю очень много людей, их истории их болезней, что людям мешает вообще обретать счастье, жить и так далее, и так далее. На самом деле так и есть. Наша картина в голове влияет на все. На наше здоровье, на нашу жизнь, на наш успех или неуспех, достигательство или недостигательство. Потому что если мы живем с негативной картиной в голове, да, значит мы реагируем на внешние вещи, на внешний мир, на обстоятельства, на все негативно. Мы думаем, что кто-то нам мешает быть здоровым, быть счастливым, быть успешным.
Все это у нас здесь, в голове. Если вы этого хотите, вы должны просто взять, сделать генеральную уборку в своей голове, изменить картину, а это возможно. Смотреть на мир более объективно и ожидать, что у вас все получится. Что вы будете здоровым, вы будете энергичным, вы будете счастливым, успешным и так далее, и так далее. Нам всегда кажется, что 3 года – это очень долго. Нам все время кажется, что когда это 3 года пройдут, это же где-то там очень далеко. Но вы просто оглянитесь назад, 3 года тому назад, что вы делали, какие мысли у вас были, что вы хотели. У меня есть такое железное правило: кто бы мне что бы ни предлагал, если мне эта идея нравится, я начинаю сразу. Потому что я знаю, что пока я буду думать и решать, правильно, неправильно, все равно я этого не знаю, что будет завтра. Я начну, время пройдет, а вот через год-два покажется, что это было лучшим решением, лучшей идеей. А может и нет, я же в этом нет страховки никакой. Расскажу про себя на своем примере. С детства я был очень неусидчивым ребенком, беспокойным, тревожным, синдромом дефицита внимания, как сейчас говорят, да. Мне сосредоточиться на чем-либо было сложно. Мне, возможно, помогало то, что я жил в то время, 80-е годы, в Китае, внутренней Монголии, Тибет. Компьютеров не было, машин быстрых не было. Все такая размеренная жизнь была, но я на месте не сидел, двигался все время. И терпение у меня было, минус. И дедушка мне всегда говорил: вот ты очень нетерпеливый и импульсивный человек. Я еще был эмоциональным, взрывным, взрывоопасным даже. Мог накричать иногда, на кого угодно. В школе у меня частенько были драки. Но в то время как-то драки среди одноклассников, детей воспринимались так. Подрались, так подрались. Все. И сами мы подеремся, потом уже после обеда играли вместе в футбол. Конечно, эти привычки у меня в течение жизни со мной были. Я на них начал обращать внимание и с ними работать, когда мне было где-то 25-26 лет, когда начал уже людей принимать постепенно, да, во взрослую жизнь начал ходить. Уже ответственность какая-то на мне появилась. Мне это мешало. Я начал осознанно, действительно с этим работать. И вот, применяя именно силу маленьких дел, я начал осознанностью и самодисциплиной постепенно менять себя. Например, я готовлю ролики вам. Для этого мне приходится в неделе часов 8-9 точно, может быть, иногда меньше, если тема не сложная. Сидеть и готовиться, я же это не из головы беру, все это рассказываю, да, я готовлю, чтобы не сказать какую-нибудь неправду, да, людей не ввести в заблуждение, потому что эти же ролики, они связаны со здоровьем, это большая ответственность. Я прямо в свое время 15 минут, даже 20, читал книгу ежедневно, сидел и читал, но мне прямо в это время хотелось куда-то идти, бежать или что-то делать, но я себя заставлял. Когда бушевало во мне все спектры эмоций, вплоть до того, что я хотел там что-нибудь разрушить, я сидел, наблюдал за этими эмоциями и не проявлял своих эмоций. Это я тренировал терпение. И я сразу ощутил, после 2 первых разов, когда я научился, смог, когда я себе над собой сделать усилие и не проявить эмоции, я понял, что это очень крутая вещь. Когда ты не проявляешь эмоции, во-первых, тебе не приходится потом чувствовать себя неудобно. Во-вторых, ты энергию сохраняешь, то есть энергию в пустоту с твоими эмоциями не выплескивается. Я сейчас и я 10 лет даже тому назад — это разные люди. Моя жена даже скажет, это совершенно разные люди. Одно, наверное, отличие со многими, что мне выйти, побежать там, сыграть в футбол или что-то сделать, движение меня вообще не заставляет никакого труда. У других людей это заставляет. А мне сидеть, что-то делать, читать, изучать или тонкую работу делать, просто это невыносимо. Я себя заставляю. И это воспитывает во мне те чувства, те вещи, которые у меня
нет которых. Я знаю на своем примере, на примере своих пациентов, что мы меняемся, мы можем измениться. Мозг пластичный, наши эмоции даже меняются. Из-за этого я говорю, что поменяйте картину в своей голове, и все изменится. Будьте здоровы!